В областной клинике всегда царила привычная суета. Новый врач, молодой и амбициозный, только что завершил интернатуру и был полон энтузиазма. Ему не терпелось показать свои знания. Но порой его самоуверенность переходила все границы. Однажды, во время утреннего обхода, он столкнулся с медсестрой Марией, которая проработала в клинике больше 20 лет. Она была опытной, внимательной и заботливой. Но новичок, уверенный в своем превосходстве, позволил себе унижать ее прямо на глазах у пациента. С холодной усмешкой он упрекнул Марию в том, что она не успела подготовить необходимые инструменты. Пациент, пожилой мужчина с мягким взглядом и сединой в волосах, наблюдал за этой сценой с явным недоумением. Но молодой врач и не подозревал, что перед ним сидит не просто больной. Это был Николай Андреевич, бывший главный врач клиники, ушедший на заслуженный отдых всего несколько месяцев назад. Он прекрасно знал все тонкости работы медперсонала и всегда считал уважение важнейшей основой профессиональной этики. Когда самоуверенный доктор завершил свои наставления и покинул палату, Николай Андреевич не сдержался и обратился к Марии. «Вы не должны мириться с таким отношением. Уважение — основа нашей профессии». Мария, хоть и была смущена, поблагодарила его за поддержку. Но Николай Андреевич понимал, подобное нельзя оставлять без последствий. Вечером он позвонил своему давнему другу Аркадию, который сейчас занимал должность главного врача клиники. В разговоре он подробно описал увиденное и рассказал, как молодой доктор унизил медсестру на глазах у пациента. Аркадий был глубоко возмущен услышанным и пообещал во всем разобраться. На следующий день он вызвал начинающего врача в свой кабинет. Его тон был строг и серьезен. После того, как Аркадий выслушал оправдание молодого человека, он сказал: «Вы не просто проявили неуважение к коллеге, вы унизили ее перед пациентом. В нашей клинике такие поступки недопустимы». Как гром среди ясного неба прозвучало следующее. Аркадий сообщил врачу о его увольнении. Молодой человек был потрясен. Он не понимал, как все так быстро обернулось против него. Он пытался оправдываться, но главный врач был непреклонен. «Вы забываете, — твердо сказал Аркадий, — что работа врача — это не только знание и уверенность, но и умение работать в команде, уважать людей вокруг. Если вы не можете этого понять, вам не место в нашей клинике». С опущенной головой молодой врач покинул кабинет. Мария, узнав о решении Аркадия, чувствовала, что справедливость восстановлена, а уважение в коллективе остается главной ценностью. А Николай Андреевич, хоть и ушел на пенсию, еще раз убедился: настоящие основы медицины не меняются с годами. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.